Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку крючком и также для второго слоя используем тунисскую технику вязания. Узор очень простой. Результат меня порадовал, спешу поделиться с вами. Для узора брала пряжу в 100 граммах 220 метров, 70% акрил, 30% шерсть. Пряжа называется народная. Крючок брала 3,5 миллиметра. Для второго слоя взяла детский акрил. Нитки потоньше, в 100 граммах 400 метров. Набрала цепочку из 23 воздушных петель, 20 петель узора и 3 воздушные петли подъема. Сейчас буду приступать к первому ряду. В 4-ю петлю ввожу крючок и вывязываю пышный столбик. Буду вытягивать 3 петли. 2, 3. Провяжу все петли вместе. По бокам у нас будет узор идти, он не будет меняться в течение всего вязания. Снова накид на крючок, в это же основание ввожу крючок и вытягиваю 3 петли. Вывязываю еще один пышный столбик. Вытянул 3 петли, провяжу все петли вместе, закреплю воздушный. Вот так у нас получается. Затем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь в 8-ю петлю отсчитываю на цепочке 7 петель и в 8-ю петлю провяжу столбик без накида. Это будет середина цепочки. Провязали столбик без накида. Это первая половина. Уже связано. 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сейчас одну петлю оставляю для столбика с накидом. В следующую петлю с конца ввожу крючок и вытягиваю 3 петли. Вывязываю пышный столбик. Провяжу все петли на крючке вместе, закреплю воздушной петлей. Накид на крючок, в это же основание ввожу крючок и провязываю еще один пышный столбик, вытягиваю 3 петли. Вытянула 3 петли, провяжу все петли вместе на крючке, закреплю воздушной петлей и закончу ряд столбиком с накидом. Мы провязали первый ряд. Вот так он выглядит. Три воздушные петли подъема и переходим к вязанию второго ряда. Накид на крючок. Между пышными столбиками предыдущего ряда ввожу крючок и вывязываю косичку. Вывязываю сейчас пышный столбик, вытягиваю 3 петли. Провяжу все петли на крючке вместе и закреплю воздушной петлей. Снова накид на крючок, в это же основание ввожу крючок и вытягиваю 3 петли, вывязываю пышный столбик. Провяжу все вытянутые петли вместе на крючке и закреплю воздушной петлей. 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь провяжу столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Ввожу крючок вот немного сбоку. Провязали. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Накид на крючок. Ввожу крючок между пышными столбиками предыдущего ряда. Поднимаю 3 петли. Вывязываю пышный столбик. Провяжу все поднятые петли вместе на крючке и закреплю воздушной петлей. Накид на крючок. В это же основание ввожу крючок и вытягиваю 3 петли. Провязываю пышный столбик. Провяжу вытянутые петли на крючке вместе и закреплю воздушной петлей. И закончу ряд столбиком с накидом. В столбик, это у нас получается петли подъема предыдущего ряда. Провязали второй ряд. 3 воздушные петли подъема и переходим к вязанию следующего ряда. По бокам у нас узор не меняется в течение всего вязания. Ввожу крючок между пышными столбиками и вытягиваю петли. Буду вытягивать 3 петли, провяжу пышный столбик. Провязываю 3 петли вместе, закрепляю воздушной петлей, снова накид на крючок, вывязываю следующий пышный столбик, состоящий из 3 петель. Провяжу вытянутые петли вместе, закреплю воздушной петлей. Провязали. Теперь провяжу 7 воздушных петель. Провязала 7 воздушных петель. И теперь снова провязываю столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Ввожу крючок как бы сбоку. 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цепочка из 7 воздушных петель, накид на крючок, снова ввожу крючок между пышными столбиками предыдущего ряда, провязываю пышный столбик, вытягиваю 3 петли, провяжу вытянутые петли вместе, закрепляю воздушной петлей. В это же основание ввожу крючок, вытягиваю 3 петли, провяжу все петли на крючке вместе и буду заканчивать ряд столбиком с накидом. Провязали. Вот такая конструкция у нас получается. И будем переходить к вязанию следующего ряда. Снова провяжу 3 воздушные петли подъема. Переверну вязание. По бокам узор у нас не меняется. Ввожу крючок и вывязываю пышный столбик. Поднимаю 3 петли. Провязываю вытянутые петли вместе. Закрепляю воздушной петлей. В это же основание ввожу крючок. Снова вытягиваю 3 петли. Провязываю петли вместе и закрепляю воздушной петлей. Здесь у нас ряд будет немножко другой. Также провяжу 7 воздушных петель сначала. Провязали. Теперь делаю накид на крючок. Возвращаюсь к первому столбику без накида. Ввожу крючок в него. И буду вывязывать пышный столбик. Буду вытягивать петли. Я решила вытянуть 7. Вы можете сделать больше или меньше. Это уже по желанию. Я вытягивала 7 петель. Вытянула 7 петель. Теперь провяжу все эти петли вместе на крючке.
и закреплю воздушной петлей. Готово. Теперь провяжу цепочку из 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Сейчас буду вывязывать колечко. В основании ввожу крючок, провязываю соединительный столбик. У нас получилась петля. Делаю петлю подъема. И сейчас буду это кольцо обвязывать полустолбиками. Провяжу 15 полустолбиков в это кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и последний 15 столбик, полустолбик. Провязали 15 полустолбиков, обвязали кольцо. Сейчас соединяюсь с первой петлей соединительным столбиком. Так, здесь потом не запутаться, в какую сторону вязать. Но это на самом деле не сложно, это просто предупреждаю, потому что первые разы вот у меня так и получалось. Так, расправляю кольцо. Угу. Теперь нам надо вот это полученное кольцо закрепить на основании, чтобы оно у нас не крутилось. Я провяжу в основание в пышный столбик, соединительный столбик, кольцо закрепили. Все. И продолжаю вязать. Провяжу 7 воздушных петель, цепочку. 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Накид на крючок. Ввожу крючок между пышными столбиками предыдущего ряда. Вытягиваю 3 петли. Вывязываю пышный столбик. Провяжу вытянутые петли вместе, закрепляю воздушной петлей. Снова накид на крючок. В это же основание ввожу крючок, вытягиваю 3 петли. Вывязываю следующий пышный столбик и закрепляю воздушной петлей. Заканчиваю ряд столбиком с накидом. Вот как получается. Это у нас был предпоследний ряд раппорта узора. 3 воздушные петли подъема, переворачиваю вязание, ввожу крючок между пышными столбиками предыдущего ряда, снова вывязываю пышный столбик, вытягиваю 3 петли, провязываю 3 петли вместе, закрепила первый столбик и вытягиваю снова 3 петли из этого же основания, провязываю петли вместе и закрепляю воздушной петлей. По бокам узор у нас неизменно. Теперь провяжу цепочку из 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Цепочка из 6 воздушных петель. Теперь расправляю кольцо. Я даже, честно говоря, не считала петли. Просто расправляла вот так. 3 средние петли брала. Можно за прям среднюю петлю за одну. Но вот мне захотелось за 3 петли зацепиться. Средние 3 петли. Вытягиваю одну петлю. Потом самую серединку. И еще одну петлю. Теперь провяжу все эти петли вместе. И закреплю воздушной петлей. У нас одна сторона готова. Теперь снова провяжу цепочку из 6 воздушных петель. 4, 5, 6. 6 воздушных. Делаю накид на крючок. Ввожу крючок между пышными столбиками
предыдущего ряда, вывязываю пышный столбик, вытягиваю 3 петли, провяжу вытянутые петли вместе и закреплю воздушный. Накид на крючок, вытягиваю 3 петли, провяжу вытянутые петли вместе, закреплю воздушный и закончу ряд столбиком с накидом. Мы провязали раппорт узора. Теперь переходим к следующему раппорту. 3 воздушные петли подъема. Сейчас мы будем повторять как бы установочный ряд. Вот там, где мы набирали петли, вот эта цепочка. Так, ввожу крючок между пышными столбиками, вытягиваю 3 петли, провяжу петли вместе, закрепляю воздушный. И в это же основание вывязываю еще один пышный столбик. Вытягиваю также 3 петли, закрепляю воздушный и вяжу цепочку из 7 воздушных петель. Провязала цепочку из 7 воздушных. Теперь в самую серединку провяжу столбик без накида. Это мы уже начинаем вывязывать второй раппорт. То есть все повторяется уже. 7 воздушных. Провязали. Накид на крючок. Ввожу между пышными столбиками крючок. Вытягиваю 3 петли. Провязываю пышный столбик. Сейчас вытянутые петли провяжу вместе. Закреплю воздушной петлей. И в это же основание провяжу еще один пышный столбик. Буду вытягивать 3 петли. Провяжу петли вместе. И закончу ряд столбиком с накидом. Мы начали вывязывать второй раппорт узора по высоте. И переходим к следующему ряду. Я на всякий случай вот покажу вот эти 2 раппорта, чтобы вы не запутались. 3 воздушные петли. Между столбиками пышными предыдущего ряда ввожу крючок, вытягиваю 3 петли. Узор по бокам у нас не меняется в течение всего вязания. Пышный столбик закреплю воздушной петлей. В это же основание ввожу крючок, вытягиваю 3 петли, буду провязывать пышный столбик, вытянутые петли провяжу вместе и закреплю воздушной петлей. То есть сейчас мы вывязываем вот этот вот ряд раппорта, следующий. 7 воздушных петель. Теперь провяжу столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Провязали. 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Цепочка из 7 воздушных петель. Накид на крючок. Ввожу крючок между пышными столбиками предыдущего ряда. Вытягиваю 3 петли, провяжу 3 петли вместе и закреплю воздушной петлей. Снова делаю накид на крючок, ввожу крючок в это же основание, вытягиваю 3 петли, провяжу петли вместе на крючке и зафиксирую воздушной петлей. Закончу ряд столбиком с накидом. Вот такая конструкция получилась. Следующий ряд. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваю вязание. Накид на крючок. Вывязываю группу пышных столбиков. Поднимаю по 3 петли. Провязываю петли вместе. Фиксирую воздушной петлей. Накид на крючок. В это же основание пышный столбик из 3 петель. Вытянутые петли провяжу вместе, зафиксирую воздушной петлей. 7 воздушных петель. Цепочка. Продолжаем ряд.
Теперь провяжу столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда в серединку. Ввожу крючок как бы сбоку. Столбик без накида. 7 воздушных петель цепочка. Группа из пышных столбиков. Накид на крючок. Ввожу крючок между пышными столбиками предыдущего ряда. Вывязываю пышный столбик из 3 петель. Поднимаю 3 петли. Провязываю эти петли вместе. Закрепляю воздушной петлей. Накид на крючок. В это же основание ввожу крючок. Вытягиваю 3 петли. Провяжу их вместе. Закреплю воздушной петлей. Накид на крючок. И закончу ряд столбиком с накидом. Вот так получился у нас ряд. И переходим к следующему ряду. Три воздушные петли подъема. Ввожу крючок между пышными столбиками предыдущего ряда. Вытягиваю 3 петли. Буду вывязывать пышный столбик. Провяжу петли вместе и закреплю воздушной петлей. Снова ввожу крючок в это же основание. Вытягиваю 3 петли. Вывязываю пышный столбик. Закреплю воздушной петлей. 7 воздушных петель цепочка. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь провяжу столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Провязали. 7 воздушных петель цепочка. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова группа из пышных столбиков. Вытягиваю по 3 петли, фиксирую воздушной петлей каждый пышный столбик. Зафиксировала столбик и закончу ряд столбиком с накидом. Готово. Переходим к следующему ряду. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем вязание. Сейчас мы будем вязать ряд с пышным столбиком. Между пышными столбиками предыдущего ряда ввожу крючок, вытягиваю 3 петли. Провяжу петли вместе на крючке, фиксирую воздушной петлей. Снова в это же основание ввожу крючок, вытягиваю 3 петли, провяжу петли вместе, фиксирую воздушной петлей. 7 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цепочку провязали. Теперь накид на крючок. Возвращаюсь в самый первый столбик без накида. Вытягиваю 7 петель. Напомню, вы можете вязать больше или меньше, вот вытягивать петель. Я вот захотела 7 петель вытащить. Теперь провяжу все эти петли на крючке вместе. Буду повязывать пышный столбик. Закреплю воздушной петлей. Вот у нас пышный столбик готов. Теперь 8 воздушных петель. Будем вывязывать кольцо. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Цепочка из 8 воздушных петель. В основании соединительным столбиком прикрепляемся.
Замыкаем кольцо, сделаю воздушную петлю подъема и буду обвязывать кольцо полустолбиками. Провяжу в кольцо 15 полустолбиков. Теперь присоединяюсь соединительным столбиком к петле подъема, замыкаю кольцо. Теперь прикреплю это колечко к основанию. Провяжу соединительный столбик в вершину пышного столбика. И далее провяжу цепочку из 7 воздушных петель. 7 воздушных, накид на крючок и вывязываю группу из пышных столбиков. Вытягиваю по 3 петли, каждый пышный столбик. Провяжу петли вместе, фиксирую воздушной петлей. И закончу ряд столбиком с накидом. Готов еще один ряд. И сейчас последний ряд раппорта узора. 3 воздушные петли подъема, группа из пышных столбиков неизменная. Цепочка из 6 воздушных петель. Провязали. Теперь нахожу 3 средние петли и прикрепляюсь. Даже не считала визуально. Провяжу петли вместе, зафиксирую воздушной петлей. Снова 6 воздушных петель. Провязали. И снова группа из пышных столбиков между пышными столбиками предыдущего ряда. И будем так далее вязать все раппорты до нужной длины полосы. Я вязала полосу, равную обхвату головы. Заканчиваю ряд столбиком с накидом. И далее так и повторяем. Вот мы провязали 2 раппорта узора. Вот такая полоса получается. Узор несложный. Дольше показывать. Вот связала я полосу, равную обхвату головы. Повязка, конечно, получилась бы и так красивая, но нам надо защититься от ветра, поэтому я решила сделать второй слой. Оставила еще хвостик там для пришивания. Я уже связала полосу, взяла нитки тоньше. И вот хочу сказать на своем опыте, я сделала ошибку, не ошибку, в принципе, результат мне все равно понравился. Нитки были тоньше, и петель надо поднимать больше, хотя бы на 3-4 петли. У меня полоска получилась чуть потоньше, и в результате, когда я соединила, у меня немножко узор сжался.
То есть, ну, для кого-то это принципиально, чтобы вот точно такая же ширина получилась. Меня результат устроил. Я подняла с одного края, поднимаю петли, я подняла 22 петли. На крючке 22 петли. Сейчас будем вязать обратный ряд. Провяжем сначала одну, потом провяжу по 2 петли. И так буду провязывать по 2 петли до конца ряда. Провязали первый ряд. И также будем вязать все остальные. Буду поднимать петли. Снова буду под каждую перемычку предыдущего ряда вводить крючок и вытягивать петлю. Всего у нас должно оказаться на крючке опять 22 петли. Снова на крючке 22 петли и буду провязывать обратный ряд. Сначала провяжу одну, потом по 2 петли. И так будем вязать полотно до нужной нам длины. То есть я вязала полотно вот этой вязкой равную полосе розовой. По длине они у меня точно совпадали. На обратной стороне получается как бы имитация вязания спицами. Специально эту сторону сделала, чтобы выглядывала эта сторона. Ну, думаю, принцип понятен. Это очень-очень просто связать. Можно связать эту повязку поуже. Можно взять нитки потоньше для узора и потолще взять вот для тунисской техники. Только петель там получится поменьше поднимать. То есть можно на любую ширину связать, поуже, пошире. Все от вашей фантазии будет зависеть. Так, уже у меня связана полоса узора и полоса второго слоя. Для того, чтобы от ветра спрятаться. И теперь буду эти две полосы соединять. Я решила обвязать сначала края, прежде чем соединять задний шов. Буду
провязывать своей любимой обвязкой. Получается такой зубчатый край. Так, сначала прикрепляю нить. Закрепили. Теперь ввожу крючок и буду соединять эти два слоя. Ввожу крючок. Под эти два слоя вытягиваю петлю, оборачиваю рабочую нить за эти две петли и провязываю их вместе. И так буду вязать. Буду вытягивать петлю, оборачивать рабочую нить за эти две петли и провязывать их вместе. И у нас получается такой зубчатый край. Так буду вязать обе стороны. Сторону вот там боковую провяжу просто столбиками без накида. И потом перейду к следующей стороне. Также сделаю обвязку. Еще хочу сказать, как совет, сначала вот закрепить. Я вот маркерами скрепила эти две стороны, чтобы у меня по длине все хватило, чтобы не получилось так, что где-то там я пережала, и чтобы все было ровно. Обвязала я с двух сторон полотно. Вот узор, вот как раз хочу показать, узор чуть-чуть сжался. То есть надо было, чтобы сохранить эту ширину повязки, мне надо было чуть-чуть побольше набрать петель. Но меня, в принципе, устроил результат. Вот кому принципиально, то есть учтите, если нитки будут потоньше, набирайте вот при тунисском вязании чуть побольше петель. Хотя бы на 3-4 петли побольше, чтобы ширина совпадала с точностью. Второй край вот я провязала просто столбиками без накида. И теперь попробую соединить. Повязка очень такая получилась толстенькая. Так, ну и вот перед тем, как сшивать эти две стороны, я немножко отгладила. Отпарила чуть-чуть узор. Ну, сшивала так. Вот покажу, как я делала. Может быть, вы сделаете по-другому. Может быть, у вас там по-другому получится. Я сделала так. Вот с одной стороны подхватывала петлю, с другой провязывала соединительный столбик и воздушную петлю. Ну, то есть, чтобы у меня не получилось сжатия такого. Ну и вот так соединяла. Так, сейчас покажу, как это выглядит. Вот так это выглядит на лицевой стороне. У меня получился такой шовчик в результате. Может быть, надо было и с другой стороны также провязать столбики без накида. Но мне и так все нравится. Вы смотрите, вот основываясь на моем опыте, может быть, что-то измените. Вот такая повязка у меня получилась. Вот немножко я отгладила, немножко она вот сжала узор. За счет того, что та полосочка получилась поуже. Но мне все равно результат понравился. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!